Осенний вечер медленно укутывал пригороды холодным промозглым туманом. Мелкий колючий дождь моросил уже вторые сутки, превращая обочины дорог в сплошное серое месиво. На пустыре за старой промзоной, где ветер гонял обрывки полиэтилена и пожухлую листву, сидела собака. Она жалась к бетонному блоку, пытаясь укрыться от ледяных порывов ветра. Это была молодая питбуль-терьерша потрясающего благородного окраса, шоколадно-коричневого, с шелковистыми белыми отметинами на мощной груди и кончиках лап. Однако былой лоск померк, сквозь намокшую потускневшую шерсть отчетливо проступали ребра, острые тазовые кости и каждый позвонок. Мышцы, некогда сильные и рельефные, усохли от долгого голода. Собака дрожала мелкой, непрекращающейся дрожью. Ее лапы были сбиты до крови, на шее темнела потертость, след от сорванного или срезанного ошейника. Но в ее опущенной голове и мягких карих глазах не было ни капли злобы. Была лишь всепоглощающая, бездонная усталость существа, которая исчерпала все силы бороться за выживание. По ее взгляду, по манере аккуратно поджимать лапы и тихо ждать, было видно — она не родилась бродяжкой. Она знала тепло человеческих рук, запах уютного дома, мягкость теплой подстилки и щелканье застежки поводка перед долгой веселой прогулкой. Она помнила, каково это — быть любимой. Когда старенький микроавтобус волонтерской службы спасения животных притормозил на обочине, собака даже не шелохнулась. Из машины вышли двое волонтеров — Марина и Алексей. Они много лет занимались спасением животных и привыкли к тому, что испуганные собаки либо бросаются на утек, либо агрессивно защищаются, боясь новой боли. Алексей приготовил специальную петлю и плотные перчатки, готовые к любому развитию событий. Но ничего из этого не понадобилось. Марина опустилась на корточки в нескольких шагах от собаки и негромко позвала. «Эй, милая, ну что ты, замерзла совсем?» «Иди сюда, маленькая, никто тебя не обидит». Собака подняла тяжелую голову. Ее уши слегка дрогнули. Каким-то шестым, глубинным собачьим чутьем она поняла. В этих голосах нет угрозы, а в протянутых ладонях нет скрытого удара. Это было спасение. Превозмогая слабость, она медленно поднялась на подкашивающихся лапах, подошла к Марине и просто уткнулась мокрым холодным носом в колени девушки, тихонько выдохнув. Смиренно, с абсолютным доверием, она позволила накинуть на себя теплое плед одеяла и поднять в салон автомобиля. «Господи, она же почти ничего не весит», — с горечью прошептал Алексей, бережно укладывая питбуля на заднее сиденье. Собака свернулась калачиком на мягкой подстилке и впервые за долгие недели провалилась в глубокий, безопасный сон. В ветеринарной клинике, куда доставили найденыша, врачи лишь покачали головами. Острое истощение, обезвоживание, анемия, застарелые микротравмы суставов и последствия переохлаждения. Чипа в холке не обнаружили, клейма в паху тоже не было. На собаке не осталось ничего, что могло бы прямо указать на ее прежних владельцев. В приюте собаке дали временное имя — Хлоя. Началась долгая, кропотливая борьба за ее жизнь и здоровье. 5 месяцев волонтеры и ветеринары шаг за шагом возвращали Хлое силы. Первые недели ее кормили дробно, специальными диетическими паштетами, строго контролируя каждую порцию, потому что истощенный желудок не принимал обычной пищи. Ей ставили капельницы, вводили витаминные комплексы, лечили сбитые подушечки лап. Постепенно Хлоя начала расцветать. Ее шоколадная шерсть приобрела глубокий теплый глянец, белая манишка на груди снова стала ослепительно чистой, а под кожей вновь налились упругие, сильные мышцы. Но больше всего сотрудников приюта поражал ее характер. Вопреки глупым предрассудкам о породе, Хлоя оказалась ласковой, безгранично преданной и интеллигентной собакой.
Она обожала людей, чутко слушалась интонаций и на прогулках всегда шла рядом, словно боясь потерять человека из виду. Когда курс реабилитации подошел к концу, руководство приюта оказалось перед классической дилеммой. У любой спасенной собаки есть два пути. Либо чудом отыщется ее старая семья, либо волонтеры должны найти для нее новых, ответственных и любящих хозяев. Чтобы дать Хлое шанс, фотограф-волонтер устроил для нее полноценную фотосессию. На снимках Хлоя выглядела потрясающе. Благородная осанка, умный открытый взгляд, бархатные уши и добрая, почти человеческая полуулыбка. Текст анкеты был лаконичным, но трогательным. Хлоя ищет дом или старых хозяев. Шоколадно-белая красавица породы питбуль-терьер пережила тяжелое предательство улицы, полностью восстановилась и теперь готова дарить свое огромное сердце. Идеально воспитана, ориентирована на человека. Присмотритесь. Возможно, это именно ваша пропавшая радость или будущий верный друг. Фотографии и историю Хлои выложили в официальные группы приюта во всех социальных сетях и на досках объявлений. Посты разлетелись по репостам. Пока Хлоя училась заново доверять миру в стенах приюта, на другом конце города жил человек по имени Андрей. И в его жизни последние 7 месяцев были наполнены тишиной, от которой звенело в ушах. 7 месяцев назад у Андрея украли собаку. Ее звали Мэри Джейн. Она была не просто питомцем, она была его лучшим другом, компаньоном, полноправным членом семьи. Андрей вырастил ее со щенячьего возраста, помнил, как она смешно спотыкалась о собственные уши, как впервые научилась давать лапу, как встречала его у двери, прыгая выше головы от переполняющего восторга. Трагедия произошла глупо и страшно. Во время вечерней прогулки возле неосвещенного сквера двое неизвестных напали на Андрея, оглушили его сзади ударом по голове, отстегнули поводок и затащили породистую, дружелюбную к людям собаку в темную легковушку без номеров. Когда Андрей пришел в себя, Мэри Джейн уже не было. Он сделал все, что только может сделать человек в отчаянии. Написал заявление в полицию, обошел сотни дворов, расклеил тысячи бумажных объявлений на столбах и остановках, пообещал огромное вознаграждение, обратился к кинологам и породным сообществам. Но дни складывались в недели, недели в месяцы. Никаких зацепок не было. Полиция развела руками. Кражи породистых собак ради перепродажи или разведения случались регулярно, и найти следы без номеров машины было практически невозможно. Друзья говорили ему: «Отпусти, прошло полгода, заведи нового щенка». Но для Андрея это звучало как предательство. В глубине души теплилась горькая, мучительная надежда. За эти 7 месяцев у него выработался тяжелый, навязчивый ритуал. Каждый вечер, возвращаясь с работы в пустую квартиру, где в углу все еще стояла нетронутая миска для воды, Андрей открывал ноутбук. Он методично просматривал городские паблики, базы данных потерянных животных, сайты приютов и сообщества волонтеров. Он изучил сотни фотографий собак, заглядывал в чужие глаза на экранах, надеясь и боясь ошибиться. Со временем это превратилось в механическую привычку, приносившую лишь новую боль. Надежда медленно угасала, уступая место смирению с невосполнимой потерей. Был обычный будничный вечер. Андрей, устало потирая глаза, листал ленту крупного городского фонда помощи бездомным животным. Страница за страницей, кошки, беспородные щенки, пожилые дворняги, и вдруг колесико мыши замерло. С экрана монитора на него смотрели глаза. Те самые глаза. Андрей затаил дыхание, в висках тяжело застучал пульс. Он приблизил снимок. Шоколадный окрас с характерным темным отливом на спине, идеально симметричная белая манишка на груди, напоминающая по форме крылья чайки, и крошечное белое пятнышко на левой передней лапе прямо над пястным суставом.
Их с Мэри Джейн маленький секрет, родимое пятно, о котором знал только он. В анкете значилось «Хлоя», подобрана истощенной 5 месяцев назад. 5 месяцев назад. Сроки совпадали с пугающей точностью. 2 недели скитаний после побега от похитителей, и вот она, истощенная в руках спасателей. У Андрея перехватило дыхание, руки мелко задрожали. Первым порывом было сорваться, закричать, броситься звонить по указанному телефону прямо среди ночи. Но он заставил себя глубоко вдохнуть. Он слишком много раз за эти 7 месяцев обманывался похожими силуэтами, слишком часто переживал крушение призрачной надежды. Он не хотел радоваться раньше времени и обманывать самого себя. Питбули такого окраса встречались, хотя и редко. Ошибиться сейчас означало бы разбить сердце во 2-й раз. Едва дождавшись утра, Андрей набрал номер приюта. Договорившись о встрече, он отпросился с работы и помчался по указанному адресу. В административном корпусе приюта стоял привычный шум, лай собак на уличных выгулах, звонки телефонов, шорох бумаг. Волонтер Марина и координатор встретили Андрея в кабинете. Мужчина был бледен и заметно волновался. Он не стал тянуть и сразу выложил на стол кипу документов. Ветеринарный паспорт Мэри Джейн, старые домашние фотографии, сделанные в разные годы жизни собаки, снимки ее редких отметин и копию заявления о краже из полиции. «Я не приехал забирать чужую собаку», — тихо, но твердо произнес Андрей, глядя в глаза волонтерам. «Я просто должен увидеть ее. Если это не она, я пойму. Но если это моя Мэри Джейн, я больше никогда ее не отпущу». Марина внимательно изучила фотографии щенка и взрослой собаки. Затем переглянулась с Алексеем. Сходство с Хлоей было поразительным, почти 100%. «Пойдемте во внутренний дворик», — мягко сказала Марина. «Мы сейчас выведем ее на поводке. Посмотрим на ее реакцию. Собаки не умеют врать». Они вышли на огороженную зеленую площадку для выгула. Андрей остался стоять посреди двора, сжимая в кармане старый кожаный брелок от ее первого щенячьего поводка, который носил с собой все эти месяцы. Ветер трепал полы его куртки. Секунды ожидания казались бесконечными вечностями. Дверь вольера скрипнула. Алексей вывел на поводке шоколадно-белую питбуль-терьершу. Хлоя шла спокойно, с любопытством оглядываясь по сторонам, уверенная, что ее ведут на обычную дневную прогулку. Андрей замер. Сердце пропустило удар. Он не стал кричать. Он просто опустился на одно колено, раскрыл руки и негромко, тем самым особенным, домашним голосом, которым звал ее когда-то по утрам, произнес: «Мэри, Мэри Джейн, девочка моя». Собака резко остановилась, как вкопанная. Ее уши мгновенно встали торчком. Она замерла на полсекунды, втягивая носом воздух, в котором вдруг прорезался самый родной, самый главный запах во всей ее вселенной. Запах дома. В следующее мгновение произошло то, что заставило Марину и Алексея затаить дыхание, а у бывалого санитара приюта перехватило горло. Хлоя издала тонкий, пронзительный, ни на что не похожий звук, смесь всхлипа, скулежа и ликующего лая. Поводок выскользнул из рук Алексея, потому что удержать эту лавину счастья было невозможно. Собака сорвалась с места, стелясь над землей в мощном стремительном прыжке. В одно мгновение она врезалась в грудь Андрея, сбив его на мягкую траву. Это была не просто собачья радость, это был настоящий океан эмоций, который невозможно описать простыми словами. Собака крутилась волчком, топталась лапами по его плечам, тыкалась мордой в шею, в щеки, в глаза, покрывая все лицо Андрея горячими, торопливыми поцелуями. Она скулила на высоких нотах, словно пыталась выговорить все, что ей пришлось пережить за эти долгие, страшные 7 месяцев.
И темноту чужого багажника, и побег, и голодные ночи на помойках, и холод бетонных блоков, и бесконечную тоску по своему человеку. Андрей обнял ее за мощную шею, уткнулся лицом в гладкую шоколадную шерсть и больше не сдерживал слез. Взрослый, сильный мужчина плакал навзрыд, прижимая к себе найденное сокровище. «Моя, живая! Нашлась, маленькая моя, нашлась!» — повторял он сквозь слезы, гладя ее дрожащее тело. Мэри Джейн никак не могла успокоиться. Ей не хватало просто лежать рядом. Она пыталась подпрыгнуть как можно выше, достать до его лица, словно проверяя, не растает ли этот образ, не окажется ли он сном. Алексей и Марина подошли ближе, с улыбками и слезами на глазах, помогли подсадить собаку повыше на руки мужчине. Андрей подхватил ее как ребенка, прижал к груди, а она положила тяжелую голову ему на плечо и, наконец-то, затихла, прерывисто и тяжело вздыхая. Ее хвост не переставал мерно отбивать дробь по его куртке. Все сомнения отпали сами собой. Никакие формальные экспертизы не требовались. Перед волонтерами было абсолютное, безусловное торжество любви и верности, разрушившее стену 7-месячной разлуки. Оформление документов на возврат заняло меньше получаса. Волонтеры передали Андрею всю медицинскую карту Хлои Мэри, снабдили рекомендациями по поддержанию формы и тепло попрощались с собакой, ставшей для них родной. Когда Андрей открыл дверцу своей машины, Мэри Джейн без тени сомнения запрыгнула на переднее пассажирское сиденье, на свое законное место, которое пустовало слишком долго. Она села прямо, гордо выпрямив спину, и посмотрела на хозяина через зеркало заднего вида. Машина тронулась, оставляя позади приютские ворота, холодные пустыри и месяцы неизвестности. Впереди была дорога в теплый дом, где на кухне стояла миска с чистой водой, а впереди ждала долгая, счастливая и безопасная жизнь.